Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать касательно построения одного интересного фита. Исключительно, на ракетах. Все-таки я играл в онлайн довольно большое время, на протяжении 6 лет, и очень часто фармил за фракцию Калдари. Там были ракеты, все было прекрасно, стреляли на 100 километров. И хочу, примерно то же самое, чтобы хотя бы это можно было использовать, непосредственно в элитке. Ну что ж, друзья, давайте-ка обо всем подробнее далее. С вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, контент. Поехали. Давайте сразу немножечко вводной информации. Ракеты у нас бывают двух типов. Ракеты с самонаведением, ракеты без самонаведения. Еще есть там еще одни, но они там против таргов, но это отдельная история. Продвинутый ракетный лоток вроде как-то так называется. В общем, мы можем использовать как с самонаведением, так и без него. Я буду показывать вам без, потому что у вас будет больший боезапас. И перспективу уничтожить больше противников. Но, конечно же, если у вас они будут с самонаведением, будет гораздо проще. Вы просто будете запускать непосредственно их в цель. Но их можно сбить турелью точечной обороны. Но есть такое дело, то что мы поставим, друзья, их много. И когда я говорю много, это значит много. Мы будем смотреть все дело на Анаконде, построим ракетный фрегат именно на ее основе. Это получается у нас 2 двойки и 4 тройки будет. В сумме 6 ракетных лотков. Это довольно серьезно. Также у нас остается 2 свободных первых слота под задницей, которые находятся вот здесь. Ставить туда ракеты, я не знаю, есть ли вообще смысл. Сюда можно поставить либо турельную лазерку какую-нибудь, будь то пучок на теплоотдачу, будь то пульсирующий, импульсный, это по вкусу. Либо вообще поставить рельсотрон на сверхпробитие, не знаю. Вот пока вот насчет этого не знаю. А давайте-ка перейдем к тому, что мы сможем сделать с нашими ракетами, пока Анаконда паркуется. Вот, пожалуйста, наш Кориолис. На нем посмотрим, что мы можем заинженерить и как. Меня интересует исключительно только один способ. Одна гайка. Мы берем ракетный лоток, видим то, что у него здесь 1296, это без самонаведения. То есть просто стрелять прямой наводкой, придется выцеливать цель, ну и так далее. Нормально. Сойдет. Скорость выстрела 750 метров в секунду. Более-менее нормально. Могут быть проблемы с маленькими целями, но мы к этому вернемся дальше. Смотрим. Что мы можем сделать? Lightweight — лесом. Rapid Fire — лесом. Старди — лесом. Конечно, тут бронебойность повышается, но все равно вы же знаете то, что у нас что? Ракеты, как и торпеды, без инженеров и прочего экспериментальных эффектов, работают только по внешним модулям. Но мы-то исправим. Ставим High Capacity и получаем 24 192. 24 ракеты в обойме и 192 еще в запасе. И это довольно неплохо. И увечье в секунду 27,8. Хорошо, давайте-ка сделаем что-то вроде вот этого. Отлично. Увечье в секунду уже 111. И еще 2 ракетных лотка. Так, где они, где они, где они? Кажется, пролистал. Вот. 12.48. Ставим High Capacity, получаем 24.96, увечье в секунду 166, но, ребята, у нас урон взрывчатый, и это проблема, потому что сопротивление взрывам у щитов, как вы видите, по умолчанию уже 50%. Конечно, когда мы снимем щиты, там будет вообще сказка, учитывая то, что непись не сильно инженерная, но не забывайте то, что это зависит от места, где вы находите непись. То есть зона добычи низкая, средняя, высокая, опасная, пиратские сигналы, миссии крыла, пиратские лорды и так далее. Дальше будет хуже, хуже, хуже и хуже. Но мы сможем это компенсировать. И когда я говорю компенсировать, я имею в виду вот это. Мы ставим помимо гаек на High Capacity экспериментальные эффекты поверх всего этого. Если что, их можно поставить и заинженерить в 5 ракеты у... Господи, где ты? Лиза Райдер. Если что, видосик, как ее открыть, у меня имеется, я его оставлю в описании под видео. Сейчас до инженера долечу и покажу, что я буду ставить. В плане выбора корабля, ребята, корвет можно, конечно, попробовать. У него будет 3 тройки, получается. Ну да, 3 тройки. Маловато. 2 двойки, 2 единицы. Каттер, да, можно, но маневренность, желает лучшего, так что, не знаю, Type 10 Defender тоже можно, но он еще хуже маневреннее, поэтому Анаконда в этом плане идеально подходит, как я считаю. Если нет, то предлагайте свои варианты. Если хотите что-то из средних кораблей, то тут у нас выступают такие мастодонты, как Крайт МК-2 и Питон. Там 3 тройки, 2 двойки.
И ко всему, друзья, прочему, эти ракеты вы сможете хорошо использовать в наземке, то есть, ну, так сказать, подготовить корабль к Одиссее, чтобы делать наземные зоны конфликта и все остальное, потому что ракеты хорошо себя в этом плане показывают. Не лучшее, конечно, что есть, но у вас гигантский боезапас. Если, конечно, вы не берете с самонаведением. С самонаведением, не знаю, что-то как-то, ну, мне кажется, не то будет. Хочу попробовать именно руками. Да, будет неудобно, но все же это мы будем использовать либо против средних кораблей, либо против больших. А так у нас на подсосе будет истребитель, потому что без него будет жопа, ребята, сразу говорю. Ну так вот, за инженера и экспериментальные эффекты. Заходим, смотрим. Мастерская инженера, естественно. Если не знаете, как качать инженеров, то, надеюсь, не забуду, оставлю подсказочку. И по поводу материалов тоже. У меня материалы самого кончаются, поэтому в скором времени, скорее всего, будет 3 стрима подряд, где я их буду выфармливать. Так вот, в общем, вместительный магазин, как видите, дальше я сделать, ну, уже проблематично, ибо материалы кончаются. Ладно, нам важен экспериментальный эффект. У нас их будет 2 разных. Это первый. Вызывающий перегрузку боеприпасы. Экспериментальные боеприпасы, преобразующую часть урона от взрывов в тепловой. Ну вот, в процентном соотношении точно не знаю, не скажу. Нужно сейчас будет почитать где-нибудь. А так, если часть, то в принципе можно и везде поставить. Ну пофиг, оставим так. Посмотрим, что из этого выйдет. И другой экспериментальный эффект. Бронебойные боеголовки. Экспериментальные боеприпасы, способные пробить корпус и повредить внутренние модули. И делаем из этого дела, ребята, сборную солянку. У нас имеется сколько модулей-то? 6 модулей, 3 таких, 3 таких. И в принципе должно быть хорошо. В плане дальности стрельбы ракетами тут немножечко смотрите, что. Заходим в модули, заходим в сами ракеты, заходим показать информацию и видим бронебойность, ага, скорость стрельбы, длина очереди, целостность, время загрузки, урон, тепловая нагрузка, скорость выстрела, а сколько времени ракета летит, тут ничего не написано. Да. Ну смотрите, 750 метров в секунду. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И умножаем на 9. Короче, в районе 6 километров, даже больше. Но попасть с такого расстояния, ребята, будет не то чтобы легко, поверьте. У нас в основном бой будет идти, ну, на расстоянии километр-двух, а так еще истребитель будет нам помогать. Ладно, полетели-ка затестируем. Я сейчас, наверное, попрошу народ, хоть кого-нибудь из наших, чтобы предоставили корабли, а потом уже пойдем на непись. Я, правда, не знаю, будет ли сейчас кто, ибо... Вот сейчас вы видите то, что 2:40, на самом деле у меня сейчас 5:40 утра. Да. Касательно самого фита данного корабля. Не знаю, нужно вам это или нет. Сейчас давайте быстренько по нему пробежимся. И в описании под видео будет ссылочка на сам фитец. Сюда не смотрите, это ничего страшного. Отрубаем пару модулей, будет все хорошо. Усилители щита, естественно, 4 на мультирезист, который, ну вот, сопротивление кинетическому повышать и так далее. 4 на раздувку. Далее, основное оборудование. Композит с реактивной поверхностью, но он здесь сделан неправильно. Силовая установка на раздувку. Маневровые двигатели с грязной донастройкой. Рамочно-сместительная дальность. Система жизнеобеспечения как была, распределитель питания на... Как это точно называется-то, господи. Быстро заряжающийся распределитель, чтобы быстренько можно было бустоваться и так далее. Сенсоры на облегчение. Топливный бак без изменений. Дополнительное оборудование. У нас двухпоточный щитогенератор на термический резист и на быструю зарядку. Экспериментальный эффект. Набор для усиления корпуса, надежное усиление корпуса, ускоритель стражей FSD. Ребят, на самом деле я его сниму и вместо него лучше поставлю ангар для истребителя. Как раз таки, о котором я и говорил, у нас силовой все в порядке становится. А в плане выбора истребителя, ребята, это уже как вы сами хотите. В описании под видео будет ссылочка на топы истребителей с подробными тестами. Набор для усиления корпуса, опять-таки, на надежное усиление. Набор для усиления щита стражей, пожалуйста, топливозаборничек, еще набор для усиления модуля, набор для усиления модуля стражей, улучшенный стыковочный, ну и все. И получаем мы такие вот характеристики. 3240 щита с резистами 50, 58, 65 и запас брони с резистами 45 и ну, почти 40. Ну там неправильно они сделаны, этот резист, эта переборка была для торгоидов, и у вас будут немножко другие цифры. И все же я решил поставить пульсирующие лазеры с гайкой на дальнобойный бой, чтобы, ну, просто было. Да. Это нам не помешает, и это влезает нам в силовую каким-то чудом.
Ну, давайте начнем смотреть, что как. Спасибо отступнику, то, что, так сказать, решил мне помочь в этом деле. Смотри, будем различные корабли. Сейчас корабль обычный с верфи, потому что не забывайте то, что даже если у вас есть деньги на анаконду, ваш боевой ранг может быть низкий. Посмотрим. За один выстрел сняли щиты. Ну, в принципе, ожидаемо. Давайте-ка теперь кобру с щитами, с корпусом и так далее. Так, теперь у нас анаконда, господи, кобра со всякими вкусняшками. 174 щита, 876 корпуса. По идее, должно быть интересненько. Вот чем плоха кобра в плане противника, она довольно плоская, по ней тяжело попадать, когда она на вас смотрит. Но в принципе мы разбираем, да, и прикол-то в том, что мы выносим все внешние модули, то есть движки, турели точной обороны, усилители щита. Все это выносится на ура. А еще орудийные гнезда и все, что находится снаружи. А благодаря экспериментальному эффекту с этой бронебойной боеголовкой, ребята, все гораздо интереснее. Мы еще и по внутренним наносим. Так что, в принципе, довольно интересно. Это имеет право на жизнь. Но давайте смотреть дальше. Кайт МК-2 с верфи. Смотрим. И если вы обратите внимание, распределитель вообще не используется. Все. Ладно, теперь давайте Крайт МК-2, но пожирнее. Так, ну тут у нас уже побольше, 630 щита, 1176 корпуса. Смотрим. Не забывайте то, что нам будет еще помогать истребитель. Ну, так, приятненько идет. Пока перезарядка, давайте посмотрим. Так, усилители, та-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 та. Ну, мы в движки-то и не попадаем, собственно. Вот сейчас попадем в них. По идее. Да. Очень даже приятно. Ну, блин, на маневровом бою это будет, конечно, жестковато. Но не забывайте то, что есть ракеты с самонаведением. Давайте смотреть анаконду. Что там у нее и как будет. Естественно, заинженерные корабли тоже будут. А мы, кстати, стреляем вроде туда, где силовая. Посмотрим, что по внутрянке. Генератор щита вылетел. Ну, тут модули... А, стоп, мы силовую еще задели? Да ну. Да, задели, действительно. Ну и куда-нибудь туда. А, силовая кританула, неужели? Приятно. Приятненько. Давайте-ка посмотрим на жирненькую анаконду. Ну что ж, давайте смотреть. Там 1309 щита и 1700 армора. Он там с копейками. Мне интересно даже, что сейчас у нас будет. Давайте-ка поднимемся, выпрямимся и будем стрелять. В принципе, этот фит и рассчитан на корабли такого размера. Что-то скосил первый выстрел немного. И еще, естественно, не забывайте то, что нам помогает истребитель. А почему не стреляют мои лазерки? А, нет, стреляют потихонечку. Не обращал внимания. Так, перезарядочка неприятная. Ну, в принципе, учитывая то, что это ракеты, силовая наполовине. Можно в задницу там зарядить, чтобы движки вырубить. Блин, довольно неплохо. Мне интересно, что будет с неписью. Потому что это дело для неписи собиралось. И где будет потолок использования данного фита. В смысле, ломать нечего? О, в этом-то собственный прикол. Мы выносим и внешку, и внутрянку. Неплохо. Кстати, да, до этого они не работали. Я сейчас про первые лазеры. А сейчас как начали, сразу начал высаживаться распределитель, и в таком режиме уже не полетаешь. Давайте смотреть, что покажет заинженеренный корвет. Конечно, не в идеале, но все же инженеры имеются, резисты имеются, щита больше, чем на конде. Давайте смотреть, буду помогать своими
своим истребителем. Сейчас я как-нибудь подстроюсь и начнем. Естественно, такое вы нигде не найдете. Максимум зона конфликта это будет капитан за федерацию. И там обычно ребята толпой против него работают. Слушайте, но я вам скажу, я удивлен. Я, блин, очень удивлен. Главное его не уничтожить, страховка большая. Так, и дошли до корпуса. Так, в движки не стреляем, чтобы он мог улететь. У него там еще силовая сзади находится. Это я говорю про корвет. Стреляем куда-нибудь, ну, впередок ему. Перезарядка. Стоп. Ну, в принципе... Ух, ёб твою. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. 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 Хорошо штука работает, слушай, а? Мне нравится. Если бы можно было ставить 2 экспериментальных эффекта, я бы поставил именно на термический урон и, блин, на пробитие. Это было бы шикарно. Блин, полетели ковырять непись. Конечно, еще есть такая штука, как турель точечной обороны, но ее ставят неписи довольно редко и встречается на мелких кораблях. У нас есть истребители, сейчас мы все подробненько протестируем в зонах добычи. И будет понятно, что как с этими турелями точечной обороны. Но по идее у нас дофига ракет летит, так что он будет нормально. Посмотрим. Питончик в зоне добычи. Давайте смотреть, что у нас со всем этим будет. Нам бы к нему сначала приблизиться. Ой, мне игра альтабнулась. Господи, как не вовремя. Ну да, слишком большое расстояние для нас. Нам нужно ближе подлетать. И это эксперт. Ну там уже, блин, истребитель делов натворил. Так. Ну, странно, конечно. Вот когда он поворачивает, вообще зашибись. Ой, хорошо прям. Главное не бортоваться. Чё там мы ему вынесли? А он уже без турели точной обороны. Кстати, вот у него были 2 турели точной обороны, которые ему не помогли. Так, слишком долго крутился. Много вам показывал. Мне интересно, что будет с мелочью. Хотя там есть истребитель, он их разорвет просто на части. Ну все, и он вообще не жилец. Давайте искать других ребят. Господи, неужели он вернулся? Копающий ганшип. 100 лет не видел этого парня. Блин, я получил розыск, я случайно уничтожил, короче, корабль. Да, так произошло. Опа, стервятничек, вот это будет интересно. Ну-ка. Так, отлично, выпускаем истребитель. Вот интересно, что будет с мелким кораблем. Так. Слушай, ну я попадаю. Конечно, наверное, может быть не всем, но... Скосил. Ну вот, неудобно, конечно, по нему работать. Но у нас есть истребители, там уже все как бы. Все, его сейчас просто разберет наш истребитель. Никаких проблем с опасными вультурами в зоне добычи нету. Сколько за нее дали? 250 штук? Нифига себе. Блин, а можно фас или ганшип, что-нибудь такое? Только то, что в розыске. Я бы посмотрел. Так, сделал релог. Это у нас Federal Assault Ship. Хорошо, давайте посмотрим, что у нас будет с ним. Только он что-то далековато. Блин, не успел, скосил немного. Расстояние, конечно, большое. Надо его сокращать. Километр максимум. Бой в неком таком, знаете, клинче, что ли. Так, что мы ему забрали за один выстрел? Ой, как хорошо.
Я бы не стал бы снимать это видео, если бы не захотел бы поиграть в Евку. Очень хочу ракетные фиты. Но они в этой игре грустненькие. Ну, прям в лицо. Нормально. Так. Доворачиваем, смотрим. Что там наш истребитель? Но он его так реально ковыряет, нормально. Ну, конечно же, щиты, которые мы сразу сняли. Ну вот видите, он меньше, чем питон, по нему сложнее попадать. Но хотя с вультюрой... Ой, что-то как-то я... Это... Неожиданно было. То, что он влетел в меня. Со стервятником было тоже как-то странно. Он меньше, но по нему мы попадали. Ладно, давайте что-нибудь... Ганшип, 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 ганшип. Иди сюда. Иди сюда. Или ты опять копаешь. Если ты опять копающий ганшип, я офигею. Охренеть, копающий ганшип снова. Знаешь, видосик вам скорее зайдет. Это как некий талисман. Ладно, я искать дальше что-нибудь побольше. Или бы что-то поменьше. О, есть мелочь, которая кошмарит там этого питона, копателя. Давайте начнем с истребителя. И что-то еще. Дропшип. Ладно, посмотрим, как быстро разберут этот. В принципе, тут один истребитель даже справится. Не попадем. Вот мы по таким мелким уже попадать... Ох ты, ё-моё! Попадать не сможем. Я сбил сам свой истребитель. Я молодец. Но он сейчас быстро восстановит все щиты. И вон, кстати, у нас еще работают наши те самые лазерки. Угу. Разобрали. Разобрали. Что-то еще рядом было. Ладно, пофиг. Хочу анаконду. Хочу анаконду в зоне добычи. Не, вот это что-то как-то забавно. Два адера кошмарят там кого-то. Да вы что, серьезно? У меня даже слов нету. Ну вот по мелочи реально тяжело. Ну вот, слегка задели. У меня, блин, ух ты ё. У меня пушки разнесены на большем расстоянии, чем размер этого корабля. А еще это адер, я их не люблю. Ой, как я их не люблю. Это такси в начале альфа-теста, блин, как оно меня выбесило. Да ну ты, наверное, всех выбесило. Да что ты будешь делать-то, а? Ну вот по мелочи вообще не могу. Вот по таким маленьким вообще не получается. Так. А вот это уже интересно. Это у нас Фердилансик. В зоне добычи? Ой, они были выпущены. Ух ты! Минус полщита ракетами. Нормально. Так, он эксперт. Так, питон, осторожно. Не люблю ночное видение, вообще нифига не видно. Так, а чё он так летит по-дебильному? Так, это там была турель точной обороны, или ты рад меня видеть? Да, турель точной обороны. 3 штуки целых? Ты чё за фит, господи? Но мы все равно попадали. Чем мы ближе находимся к цели, тем, в принципе, тяжелее турели точной обороны сработать. А при том, то, что у нас как бы боевка на расстоянии чуть ли не орудия залпового огня, то... Да. Странно. Пол-ляма на ровном месте. Удивлен. Может, тут еще кто-нибудь рядом такой странный имеется? Еще Фердиланс? Так, что-то развелось их тут прям так нормально. Там тут еще с кем-то бьется, но пока анаконд не было. Он еще и в крыле. Отлично. Че? Ложу турель точной обороны. Что за фиты у неписи? Вот я вам об этом говорил, кстати, то, что непись летает на очень странных сборках. Просто очень. Давайте подлетим. Ой, надеюсь, это не фазовые мины, или как они там называются, я забыл уже, хоть недавно видос по ним делал. Слушай, действительно, турель точной обороны. Зачем? Типа сбивать мины? Так, а что там за крыло-то у него? Не, пролетает, половина пролетает.
Нам реально нужно сблизи шмалять. А вот это хотя бы нормально управляет. То есть и буст делает, и все остальное. Но вот с ним уже проблемно. И не из-за турели точной обороны, а из-за его маневренности. Вот как он бустанулся хорошо. Но истребитель наш его не отпускает вообще. Так, ладно, хорошо, давайте держаться в синей зоне и просто будем, не знаю, ждать, пока он подлетит к нам. И на повороте, на переходе просто стреляем. Блин, что у них за фиты? Искренне не понимаю. Ну, сейчас попали. Еще раз попали. Что там по внутрянке мы ему сделали? Ну, движки наполовинку работают. Ну, то есть в целом наполовинку. Если бы ракеты были самонаведением, было бы, блин, гораздо удобнее, мне кажется. Но, в принципе, с такого буста он мог бы уйти от нее. А почему никто из его крыла на меня не нападает? В общем, да ладно. Блин, 700 тысяч. За это 700 тысяч? Вы что, серьезно? Мне 4% счета только сняли. У меня не такой, конечно, суперский фит. И все равно. Ладно, допустим. Не успел включить запись. Вот этот его дружбан прилетел, кстати, сразу. Сначала мне истребитель вынес, а потом на меня переключился. Да, кстати, питон реально живучий. Вот есть какая-то, знаете, аномальная живучесть питонов в различных местах. То есть они пожирнее, чем обычно другие корабли. Но все равно и вот полляма еще прилетело. Блин, где анаконда? Почему здесь нет анаконды? Пора бы уже. Может там? Пойду-ка слетаю, посмотрю. Анаконды пока нету, но нашел... Как его, господи? Клиппера. Чуть не сказал каттера. Давайте смотреть. Это очень странный корабль. И он в крыле. Похоже, он тут вместе с остальными. Вот это тоже видимость. С его компашки. Опа, турель точной обороны. И, кстати, если вы во флоте, ну, в крыле, и у каждого есть турель точной обороны, то она будет работать для каждого. Это довольно интересно. Так, а чем мы так медленно летим? Не понимаю, не долетают или что? Долетают, долетают, родные. И вон еще один. 400 тысяч, господи. Что-то очень сильно подняли нам денежку за это дело. Ну вот турель точной обороны, да, та еще мразота, но... Вообще высер какой-то. Так, давай-ка этого. Кто там у нас? Питон еще? Ладно, на питона мы уже смотрели. Давайте все же искать анакондочку. С ней, по идее, должно быть еще проще, учитывая ее маневренность, скорость и так далее. Тут были довольно быстрые корабли относительно нашей неповоротливой коровы, на которой армора и щитов до хрена. Так что я думаю... А, его уже уничтожила. 600 тысяч, охренеть. Я задолбался делать релоги. Короче, ганшип уровня элита. Сейчас мы посмотрим, что да как. Ох, ночное видение, как я тебя ненавижу. А что там у тебя есть? Дай сначала посмотрим, что у него там есть из пушечек. Так. Турели точечные нету, а элита. Странно, что он ушел от меня. Он, видимо, сканировал. В смысле? Это же ганшип. В смысле? Чё так грустно? Мне аж грустно стало, ребят, честно говорю. Я не думал то, что эта штука так хорошо работает. Там анаконда или мне показалось? Видимо, показалось. Ну да, бей истребитель. Сейчас посмотрим, как истребитель будет его ковырять. Потому что я того одним выстрелом уже вынес. Где этот гусь, блин, летает? Тупой истребитель. Ты что там за... Был? Короче, ладно, сами с ним разберемся. Все. Блин, это грустно, ребят. Я не думал, что ракеты так хорошо себя покажут.
Вот, видимо, не привиделась она мне там. Блин, ну ее ковыряют уже, это нечестно будет. Вот че же ее так сразу все эти мухи облепливают? Вот только она появляется, все, и давай ее ковырять. Давай, давай. 11% за выстрел. Нет, тарана не было. Ну, мне, конечно, помогает, естественно, но я сейчас смотрю, как попадают ракеты. И там еще истребитель прилетел наконец-то, блин. Придурь. Че по внутрянке? Ну, коцается все, и вы знаете, когда у модуля есть повреждения, после какого-то там определенного значения он начинает сбоить. С ФСДшкой это вроде вообще после 70%. Он прям на меня, бьет. И в это время его бьют все. И сейчас его заберут. $370, блин, как за вультуру, охренеть, ладно. Я вот не знаю, как лучше сделать. Дождаться, пока вот эта плохая репутация спадет, либо сразу полететь дальше, потому что полиция может мне сделать а-та-та. Так, нашел пока только 5-ю пиратскую активность. Давайте посмотрим. Да по идее, что 5-я, что 6-я, что 7-я одно и то же. Просто я так уже нормально отлетел от шинки. А корабль особо много не прыгает. Все-таки усилители ФСД-стражи я убрал. Ну ладно, пофиг. Посмотрим 5-ю. Если все будет нормально, полетим в 7-ю. И подлетаем, выходим. Все сразу выпускаем. И гнезда. Надеюсь, у меня ракет-то хватит. Ракет хватит. И гнезда выпускаем. И это выпускаем. Все выпускаем. И ищем анаконду. Если она здесь, блин, будет. А чё, нынче анакон тут не водится в Одиссее, чё? А реально нету. Ладно. Релог. Всегда помогает. Если не будет, то уже будем искать 7-ю, потому что это уже ненормально. Я хочу посмотреть, что будет. Насчет пиратского лорда, я не знаю. Это вот задание элитного уровня, причем это миссия для крыла. Лететь в соло проверять. Ну, я так делал с остальными фитами, они справлялись. Но у Анаконды проблема, она плохо поворачивает, а там довольно маневренная срань. И где? А, все, вижу. О, была. Ну, ребята, я не знаю, чего ждать. А вы? Так, я не знаю, сколькими мы попали. Так, они взрываются, я понял. У него стоит турель точной обороны. А, вот тут она уже не будет работать на таком расстоянии. Ой, рельс на сверхпробитие? Интересно. Ну все, мы в клинче ему хана. Еще бустанемся. И будем его держать и просто тупо стрелять без остановки. Блин, истребитель попал в меня. В том плане то, что снесся. Это очень интересно. Учитывая все тараны, у нас 73 щита. Процент имеется в виду. Не докручивает. У меня просто еще броня здесь стоит. И переборка стоит. Ну, вы видели фит. Слушай, я ему еще не вынес их, что ли? А чем мы ему вынесли? Мы пока живем, так что давайте посмотрим. Крепкий. Крепкий парень. Турель точной обороны 3 штуки. Угу. Ну, как видимо, она не спасает. Так, ладно. Блин, если вот на корвет такую штуку сообразить, будет, конечно, меньше ракет, но, блин, там маневренность намного лучше. И танка лучше. Ну все. Он доигрался. Учитывая тараны, 52 щита, по-моему, нормально. А чё мы денежку не получили? А денежку не дали. Полетели искать 7-й, я не знаю, когда это будет.
Но, скорее всего, это еще систем 5 облететь надо. Блин, только 2 системы пролетел, и уже удивительно, повезло, полетели смотреть. И, возможно, будет подлагивать, ибо это Одиссея, и там очень много обломков. Да. Так, ну что у нас? Ну что у нас? Давай выпрыгивай из гиперкруизича. Запускаем все сразу. Странно, один сдох, или я без него улетел? Так, ищем, смотрим. Уже. Ну что, анакондочка? Что ты мне покажешь? Блин, не докрутил. Так, есть, минус 13%. Опа-на, у него лазеры, которые игнорируют броню. Щиты, судя по цвету. У меня сейчас будет падать корпус. Да, это те самые лазеры. Последовательность фазирования у меня вроде называется, но у меня есть на эту тему видео. Довольно прикольная штука. Слушайте, но этот идет гораздо активнее. Либо потому, что мы просто друг другу в рожу стреляем. Слушайте, а если прожимать быстро ракеты, они как бы, ну, быстрее стреляют. Скорострельность повыше оказывается. Я думал, не так. По идее, он должен был уже вынести ему внешние пушки. Давайте посмотрим. Нет, еще живы. Блин, вечно перекручиваю, когда смотрю модули. Блин, ну прикольно получается. Учитывая то, что этот фит еще можно использовать в Одиссее в наземке. Просто один залп там никого не останется. Но так стрелять много ракет, когда вы хотите уничтожить наземных чуваков, не надо. Достаточно 2. Одна снимает щиты, другая снимает, ну, ХП. Так что это избыточно. Блин, мне кажется, я эту хрень повезу к пиратскому лорду. Потому что если он там себя еще нормально покажет, я охренею. Конечно, не сравнится с фитом на лазерах. Ну, вот эти два пучка огромных, там, корвет и все, и вот так вот интересненько. На эту тему тоже есть видос, прям очень хорошо. Корветами до сих пор в таком фите и стоит. В общем, разобрали, получили лям. Давайте лететь в шинку или в какую другую систему. Возьмем задание на пиратского лорда, потому что мне уж прям очень интересно. Но придется подождать, пока плохая репутация спадет, иначе меня там ковырнут. Хотя... Надо подумать. Так, ладно. Давайте проверять там, где я проверяю все фиты, если они мне нравятся. Панель миссий, заходим. Ищем боевые. И убейте пилота, известный пират. Так, миссия крыла только одна, миссия крыла только одна. Это уровень элита, это уровень... А где не показано? А почему не показано? А, нет, уровень опасности 8, все хорошо. Да, это то, что нам надо. Можете посмотреть другие видео касательно тестов кораблей. Будет то же самое. Принимаем эту штуку и вылетаем смотреть, что да как. Надеюсь, вывезет. Хотя у Анаконда обычно в таких местах проблемы, потому что там очень маневренные корабли. Ну что ж, мы на подлете. Давайте сейчас посмотрим. Я не знаю, что даже думать по этому поводу, потому что, ну, я боюсь, здесь будет все очень плохо. Так, делаем вот так вот распределитель себе. Танк-то наш выдержит, но... Мне кажется, я не смогу просто попадать физически. Попытка не пытка. Надо будет потом, когда я закончу с различными фитами, сделать топ фитов, по моему мнению. Да, Фердиланс. Так, где он там? Блин, не видно ни хрена. Ну ладно. Ой, понеслась, ребята, понеслась. Ох, жопа. Реально жопа сейчас начинается. Тут я не знаю, тут... Нет. Ну, не сможет.
Сделаем, чтобы он стрелял именно в нашу цель. Чё, я попал? Только вот на пролетах попадать можем. Давайте-ка вот так вот сделаем, чтобы получше было видно. Ну, вообще будет видно хуже, но корабль будет лучше видно. Так, где он там? Не, ну тут всю работу за меня истребитель может сделать. 97% и корпус потек уже. Но это слишком большое расстояние для запуска ракет. Были бы они с самонаведением? Может быть, потому что я не вижу у него, так сказать, как это у нас называется? Турель точной обороны? Ну, когда он бустуется, это все, только на пролетах. Попали. Можно еще попробовать его бортануть. 94% щита, 99% корпуса. Какого хрена мой корабль еще жив? Вот в ближнем бою, да. Вот в ближнем хорошо. Только не бустуйся, я тебя прошу. Сейчас, может, движки мы вынесем. Блин, а мы его разбираем. А как это так? Либо это все из-за истребителя, я не знаю, но... Я вот не помню, насколько быстро я это провернул с федеральным корветом на пучках и на плазме, но... Мы попадаем. Ах, ты бустанулся в другую сторону, вот хитрый. Жесть какая-то. 95% щита. В других же фитах мне приходилось все в распределитель оружия пихать, чтобы я мог нормально стрелять. Здесь мне это не нужно, я могу щиты нормально себе бустить. Я вообще сейчас ничего не понял. Он смог. И миссию выполнил. Так, а если мы сервятников еще захотим шарахнуть? Ну-ка. Было бы все наводилось бы, было бы гораздо легче. Ну, по этой мелкой сране вообще не попасть практически. Только если тараном. 89% щита. Это же задание уровня элиты. Это задание рассчитано на крыло. Просто я брал его в этот раз в Одиссее, оно по-другому отображается. Деньги те же, все то же. Маневрируют они так же. Нет, но мы их вытащим. А в чем другого-то атакует? Атакуй этого, слушай. Ну что, без флоси что ли летать, а? Я аж с ума сойду. Тем более на таком корабле нет, это кирдык. Да его истребитель разберет. Если не помрет, конечно. Ну, тебе в морду еще. 43%. Ну, короче, да, мы их сможем разобрать обоих. Нам на это хватит и ракет, и времени, и танка, и всего. И истребитель проживет. Но я что-то как-то я немножечко удивлен, то, что это работает. Он бустанулся, когда его уничтожили. Класс. Блин, чисто ради разнообразия можно этот фит даже рекомендовать, но... Если вы умеете летать без флай-ассиста. Либо на том, когда вы можете навестись на цель, захватить ее и запустить, и они прилетят. Потому что вот это мракобесие... Ну, это кирдык, немножко не докрутил. Да, я знаю, сейчас придут супер ПВП-пилоты, которые летают только без флай-ассиста, и будут говорить: ребят, но я летаю так. Я специально не меняю, потому что если я буду летать без флай-ассиста, ребят, то мне будет тяжело через призму
начального уровня относиться к кораблям. Я буду говорить всем: летай на Фаофе, либо летай задним ходом. Как, допустим, с катером. Ну, короче, все, ладно, улетаем отсюда. Разобран. И этого тоже разберем. Улетаем. И маслока, конечно же, не будет. А истребитель, да, пофиг, уничтожится и не страшно. Я, честно, не знаю, как это все получается. Нужно будет сделать реально топ фитов. Именно нестандартных фитов, именно когда плазма топливная, когда рельсы только и так далее, потому что что-то непонятное. Конечно, на карете все это гораздо удобнее, но то, что это смогла сделать Анаконда, учитывая все, и еще попадать ракетами, блин, то это просто удивительно. У меня какой-то диссонанс. В общем, фитец в описании, все в описании, видео, на которое ссылался в описании, ребята. А у меня на этом все. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Light Dangerous и... 410 уже видосов вроде либо в районе этого. В общем, очень много полезной информации для вас отснял, друзья, и рекомендую к просмотру. Также большое количество плейлистов я сделал. Примерно 1/4 всего, что было отснято, я структурировал. И получается, в описании вы найдете 21 плейлист. Обзоры кораблей, обзоры вооружений, упоротые фиты, материалы, данные, стражи, фрагменты чертежа, судна стражей, оружие стражей, модулей стражей. Ребята, куча полезной инфы в описании, поэтому смотрите обязательно. Также будут ссылочки на социальные сети, такие как Instagram, группа ВК, Discord сервер и Telegram-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы, за различные игры, искать себе компашку, чтобы поиграть во что-либо угодно, во что вы там играете, собственно. Также моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, есть своя станция, и мы потихонечку расширяемся. Если хотите принять участие во всем этом деле, то успейте, потому что 371 человек. Еще можем принять 129. И это все делается исключительно через Discord, друзья. Поэтому, только если так. И еще, пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры вы хотите видеть на канале, какие гайды вы хотите видеть на канале и какие стримы. Мне будет приятно, а вам будет полезно. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.